Здравствуйте, друзья! Я в галерее. Как галерея называется? Галерея называется «Место сборки». Место сборки. И я, блогер Альбатрос, сегодня сюда внезапно пришел, не знаю, что здесь будет, когда открытие, но, по-моему, поспел к самому открытию, и сейчас мы заглянем сюда. Ну вот мы видим здесь уже люди, и здесь раздавались уже звуки мелодии. Будем смотреть, что будет дальше. А это мастерская художника, и так как здесь тоже установлены картины, это, видимо, будет каким-то таким продолжением выставки. Но в основном все сосредотачиваются там, в галерее, место сборки. И там уже опять звучит музыка. И вот мне только что сказали, что, оказывается, это еще не все. Здесь, вот, в этом помещении, продолжение экспозиции. А это Андора, художник. Человек поет, давайте посидим, послушаем, а? Пошли. Надо будет посчитать хорошо. Держался или не держался силой, надо было 38 сохранять, да, 60 будет, 60 если так крутанул чуть-чуть, наверное, вот здесь вот крутанул, наверное, здесь. Вот эти части. Вот сейчас смотри, я закрываю их. Вот хороший. Вот она идеально достигла. Красивая работа. Чуть аккуратно, Так много было дел. Ну, главное что, я хочу сказать, что у нас здесь картины представлены группы и индивидуальные, вот несколько работ справа от меня. Вот. Относительно, ну, скажем, таких глобальных дел, то прежде всего, конечно, мы пригласили не для того, чтобы показать себя, а для вообще беседы, сотрудничества. Я хотел бы, чтобы, может быть, в процессе кто-то из гостей что-то сказал о работах, о своих впечатлениях. Вот. Приглашены художники, профессионалы у нас есть. И, как говорится, один художник — это, ну, единичка. Когда двое-трое, это уже много, это уже энергия. И мы представляем группу как синергию. Более того, наши работы, вот эти в частности, они написаны не одним человеком, а группой. То есть мы подходили 4, 5, 6 человек, писали, и потом уже в конце, там, может быть, на следующий день, в течение нескольких дней, работа заканчивалась. Вот. Но в остальном, как бы, я уже почти все сказал. Я бы хотел предоставить слово нашему Алексису, который арендует это помещение. Благодаря ему здесь все устроено. Мы, конечно, ему помогали, но в основном благодаря его энергии здесь все тянется и работает. Пожалуйста, тебе слово. Спасибо. Ну, я думаю, что не только благодаря моей энергии, в основном благодаря энергии Владимира здесь все держится. Вот. Но мы работаем как бы в тандеме с ним, и периодически устраиваем вот такие встречи. Для нас это праздник всегда, выставки. И вот эти выставки для нас как бы очередная ступенька, на которую мы взошли. Вот и в этот момент, когда мы можем остановиться, посмотреть вокруг на эти прекрасные работы, может быть,
не очень понятные кому-то, может быть интересные. Но и как бы мы для нас это такой момент истины, что ли, осознания, рефлексии, куда мы идем. Вот, мы пригласили здесь очень таких, ну, можно сказать, художников Международного масштаба. да, мирового уровня. Владислав Несынов. Предоставляем слово Да, Владиславу. Влад, пожалуйста, если есть что сказать большое. о том, что тут происходит. Для меня удивительно, что Владимир и Алексей смогли эту площадку сделать современной, интересной, но ошарашен количеством стилей. То есть художники работают кто куда идет. То есть, конечно, на группу мало похоже. То есть я не ожидал, что это скорее напоминает, что групповая выставка, но каждый развивает свой стиль. Конечно, Антонину сразу узнаваемая, вот она говорит: Влад, как тебе раму я сделала, и Антонина в своем стиле, вот за спиной у меня работа. Антонина, наверное, отличается тем, что все-таки я предполагаю, что она делает модернизацию и дальше будет делать модернизацию русскую, и ее так не хватает. Честно говоря, над этим мало кто работает. Сейчас и Москва, и другие крупные города, все ударились в живопись, которая уже в Нью-Йорке прошла. Завершился этот этап, там уже совершенно он перевернулся в другой, а до России это дошло, накрывает. Но это неплохо. Но я и вижу, что вот Анапа-то как раз здесь идет такое сито, как вот Алексей появился, интересные работы, вот эти вот две. Он еще меня там спросил, как вот зеркало если поставить. Да, интересно, вот это вот зеркало. То есть, опять же, вроде бы и европейский колорит, и в то же время появление вот Пушкина «Свет мой зеркальце скажи», конечно, радует любого русского человека. И в такой импровизации, ну, Алексис просто браво, я прям рад. Тут и Восток, и Россия, все это просматривается. И ту работу я еще не успел даже посмотреть, но тоже вижу, что там вот такая модернизация тоже своеобразная русского стиля. Конечно, сейчас смотрю, вот выставили вроде бы так на витрине экспрессионизм такой серьезный, да, как немецкий, но я не знаю даже, кто автор вот этих 5. Это мои наброски. Твои, да, ну Володя прет просто, потому что экспрессия вот эта из него идет. Я Володю такого не знал, не видел, потому что мы встречались на пленэрах, и Володя был спокойный, хороший реалист, а сейчас он немножко такой германский экспрессионист. Но это, не знаю, наверное, это хорошо. Это мы все это через эти круги проходим. Но работы-то красивые, все 5. Вот эти вот верхние, они мне очень нравятся. Там то, что гиперреалистическая вещь, что в центре, я тоже не знаю, кто автор. Это тоже я. Тоже ты? Посмотрите, что творится. Решил просто вот голову сломать. И боковые это 2. Боковые это вот Алексис, а это Надежда. Надежда Овчаренко, она спряталась там. Ну, удивительно, представляете, когда, вот чем Россия отличается, тем, что мы можем такой винегрет из всего сделать, что да я по Рублеву могу не узнать. Ну хорошо, что еще Антонина не переделалась. Да? Ты такая, как была раньше? Нет, да? я разная. Другая У уже? меня там еще все есть. Пугаешься? Пугаю потихонечку. Ну, все равно я хочу сказать, что, конечно, каждому автору нужно думать, в какую сторону он развивается. Это очень ответственный путь. То есть каждая работа это минимум 1 день. Мы проживаем с ней. Ради нее мы рано утром встаем, питаемся. День это как минимум, а так-то и 2, и 3. Я не знаю, Володя делает, наверное, по-разному работы. Ну, эти сложные, конечно, вот это цистерны, там, «Любовь и нефть». Ее название «Любовь и нефть», кстати. Смысл такой. Состав с нефтью несется куда-то там на запад. Там. Ну, я гружу, конечно, смыслами. Идет девушка с розочкой, со свидания, и ей невдомек, куда идет нефть, кто ее продал, кто ее купит. У нее как бы другая совсем история.
цифры к чему? Вот эти две истории, они как бы идут одна против другой. Владимир, цифры к чему? Или это просто? Нет, это просто номер вагона, там, номер цистерны. Мне вот сложно, это, Володя, я вот говорю, маленькая компания, мне вот сложно это все переварить, потому что упорядоченность в изобразительном искусстве все-таки это такая важная сторона, и автора видеть цельным, ну, по крайней мере, это на разных выставках они должны быть. С точки зрения изобразительного искусства, конечно, вот эти вот вещи, как я сказал, экспрессионистского плана, они всегда будут модные, они всегда будут интересные. Те холодные интерьеры, которые в основном сейчас делают в стиле техно, конечно, когда такая работа входит, и те работы, которые вы групповые делаете, они здорово оживляют. То есть это дыхание жизни, то есть оно отвечает живописи, то есть дыхание жизни идет от них. И это здорово, что всплески там идут, намеки, недосказанность, которую кто-то боится. Но живопись не должна вообще все рассказывать подряд. Все время должно быть куча вопросов от живописи идти. Ну и я смотрю, Алексиса, наверное, да, супрематические вещи Да, вот да, эти идут. да. Ну, мы с Алексеем говорили о том, что сейчас супрематизм вот возвращается, знаете, такой совершенно своеобразный момент, он и политический. То есть вот Первая мировая война, потом следом Вторая мировая война. Конечно, перед Первой мировой войной здорово пошел супрематизм. Почему? И в момент Первой мировой войны, потому что, конечно, люди стали частью механизмов. И сейчас, к сожалению, мы опять, сделав круг, человечества в целом, это не Россия, опять человечество стало как часть болтики, каждый из нас болтик, винтик, гайка, и в этом смысле Алексей прав, что он опять возвращается к той теме, которую супрематисты разрабатывали, и как-то я художникам сказал, что если каждый сейчас нарисует по черному квадрату, то это будет характеристика нашего времени, то это будет справедливо. То есть действительно вот то, что происходит сейчас между тем же Израилем там, и другим миром, между нами и Украиной, конечно, это черный квадрат, все по полной. И супрематизм, да, вот он такой вот у Алексиса. Поэтому, конечно, это целый зал надо делать и объяснять, почему в 2024 году, через 100 лет, Алексис захотел это делать. То, что очень много технических приемов, конечно, они наваливают на зрителя определенный штурм прям на мозг идут. И я не сторонник, когда в живописи много бессмыслицы. То есть вот, но есть сторонники, которые считают, что искусство ради искусства и музыки достаточно. Поэтому я предполагаю, что вот эти вот вещи все, они это музыкальные, для музыки больше. И то, что если кто-то из вас еще и музицирует, это хорошо, человек играет на гитаре, вот эти работы прямо они под перебор струн великолепно смотрятся. Но надо их и позиционировать, что это музыка в живописи. То есть музыка в живописи, экспрессия, гиперреализм, то есть четко. Почему? Потому что художники, конечно, это великие просветители. У нас столько стилей, столько направлений, люди с ними не знакомы, не понимают ни тайну черного квадрата толком, ни что такое треугольник. Вот сейчас спроси любого, вот здесь вот треугольников в зале, вон сколько их, а что такое треугольник, никто, наверное, не ответит, или кто-то ответит вообще треугольник. Вот у нас самый известный русский треугольник, такой вот вопрос, вот простой вопрос. Троица. Троица, конечно, великолепно. А пятерку можно поставить? Сейчас он расскажет об Нотр-Даме. Да. И, конечно, тройка, вот здесь вот троица, да, на форме треугольника, такой модернизированный вариант. Но помните всегда, что Великая Троица Андрея Рублева — это будущее, настоящее, прошлое время, это три времени, плюс это наука, образование с одной стороны, религия с другой стороны, и искусство, культура с третьей стороны, то есть это еще один мощный треугольник. Ну и, конечно, Отец, Сын, Святой Дух, у которого у каждого свои задачи. Андрей Рублев великий был художник и великий теоретик. Нет художников, которые признаны обществом, чтобы они не были теоретики. Поэтому не стесняйтесь к своим работам, пишите теоретические разработки. Если вы создали группу, должен быть манифест группы.
все это, ну, на таком уровне должно быть, на высоком. Анапа неизменно подымется. Здесь вот образовалась такая космическая дыра, как отсутствие художественного музея. Я знаю много стран, где просто городом не признают город, где отсутствует государственный художественный музей. Просто такого быть не может, чтобы это был город. Ну, Это абсурд. Но вот в Анапе такой абсурд случился. Ну, конечно, наверное, ребята сегодня из арт-группы пытаются эту космическую дыру заделать, они все стараются, Володя и все участники, ну, это, конечно, здорово. Ну и раз о черном квадрате сказали, я люблю о нем каждый раз выступать. Черный квадрат — это кто-то что-то может сказать. Черный квадрат — это, ну, тот, кто пятерку получил. Черный квадрат — это Культурный код. культурный код, раз. Черная дыра. Черная дыра, два. Но их несколько, помните, да? Ну, может быть, подскажут, подскажут даты. 15-й год, Потенциальные возможности. 18-й год, В черном это дата. квадрате есть. Возможности. Потенциальные возможности. А вот нам Как бы стоит черный квадрат же всех, вот он, Пустота, она 7,5 имеет миллионов, свою это цену. просто так-то что будут за него платить? Или назначать? Абсолют? Нет, нет по тексту Нет. просто. Напоминание. И там ничего. Какие предложения по черному квадрату? Претензия на оригинальность. Вот, к сожалению, русские лишены того наследия, которое Казимир Северинович Малевич оставил. Оно все оказалось в школе Баухаус, все в Германии, потому что он оттуда был приглашен, а потом арестован. Но, слава богу, Луначарский содействовал, чтобы его выпустили. Так вот, есть очень хорошая литература на немецком языке, где напечатан манифест к черному квадрату 18 года. Он звучит следующим образом. Пожалуйста, вы его запомните, передавайте другим, потому что иначе путаница в голове. Итак, старое искусство. К власти пришел пролетариат. Старое искусство никому не нужно. Пролетариату нужны ложки, вилки, поварешки и табуретки. Поэтому я рисую черный квадрат и заявляю, это искусство для пролетариата. То есть у него четко это было все расписано. И Луначарский и все остальные сказали, да, мы создаем нового человека, наверное, этот манифест вполне соответствует. Поэтому вот, опять же, я почему этот называю, немножко затягиваю, потому что ребят, вот, которые сегодня выставились, вот тот же Алексей, вот сделал он черный квадрат свой и с супрематическими фигурами. Но мы знаем, что и квадрат там присутствует, и плюс еще там вот эти вот вещи, которые Алексей рисует, это они дают надежду, то, что вот он здесь зажигает, смотрите. Вот он зажег. Они у него не глухие, они у него мчатся в пространстве и пытаются соединиться в единую структуру. Конечно, это дает надежду, что мы все-таки еще, ну, в движении, да, мы соберем это все в какую-то конструкцию, которая будет с лицом человеческим и гуманистическим, да, и вернем те идеалы божественные. Вот я сегодня о божественных пропорциях уже с Любой поговорил, и с Еленой, да, чуть-чуть поговорили о божественных пропорциях, они важны. В изобразительном искусстве трудно представить, чтобы Леонардо да Винчи, Рафаэль или Ретлин или Суриков. Суриков вообще написал в своей литературе, что он ни одного миллиметра золотому сечению не отдаст и не уступит. Отнеситесь к этому серьезно, потому что в работах во многих этого не хватает, они ходят ходуном. Математически они ходят ходуном. Когда я говорю, что в изобразительном искусстве много математики, так же, как и в музыке, это не просто я говорю для того, чтобы умно выглядеть, а для того, что каждое произведение это как еще и научная диссертация. То есть, по идее, любой холст у хорошего автора это его собственные поиски, как поддержать золотое сечение и как вдохнуть жизнь в каждый холст. Чем больше жизни в холсте, тем лучше. А жизнь, она в том числе математическая. Каждый из нас это математическая модель, математическая фигура. Ну, на этом я завершу. Если вопросы будут, я с удовольствием проконсультирую. Если у кого-то какие-то сомнения или что-то, те знания, которые у меня есть, я с удовольствием с вами ими обменяюсь. И аргументированно выскажу свое мнение не во вред
на пользу. И Антонина знает, что я всегда так делаю, Володя тоже знает, что Я бы хотел сказать, что вот очень важно, как вы сказали, именно манифест, какая-то идея, которая объединяет. И ну, ладно, там индивидуальная работа, но работа группы, она должна быть куда-то идти в каком-то стиле, да, вот да, расписано. что-то должно быть, да, чтобы это было лицо. Ну, пока... Поэтому для вашей группы неделю назад прозвучало мое предложение, что цель – это создание художественного музея в Анапе. Ну, почему нет? В том числе надо поставить такую цель. Ну, цель должна быть высокая. Создать художественный музей. Так это же утверждено уже, об этом писали. Будет долго Ну, пока художники сами не возьмутся за дело, не заявят четко, кто сколько работ дали для того, чтобы эту коллекцию создать, толку не будет. Музей это не стены, музей это коллекции. Есть люди, кому можно донести, кто уже диссертацию по этому вопросу защитил, мэром, соответственно. То есть, если что, мы контакты имеем общие. В данном направлении, да. Так что я надеюсь на ваши и мышцы головы, и мышцы тела. Так, ну, наверное, сейчас мы можем приступать, или как, я вот честно не знаю. Да я думаю, что еще есть кто Да, хочет если и вопросы задать, потому что редко, в Анапе редко мы разговариваем. Активно задаем А вопрос. может у вас оставаться откуда? Ну, Я в Анапу приехал из Сибири, но Сибирь у меня это родная моя, из города Иркутск. Там я был председатель Иркутской организации Союза художников России, заведовал кафедрой 9 лет в Иркутском государственном техническом университете, стажировался в Париже, работал в Нью-Йорке с галереей Бирмана, несколько выставок моих персональных уже без меня прошло в Америке. Сейчас в самом крупном собрании русского нонконформистского искусства в Зиммерле музее Радгерс Юниверсити представлена в постоянной экспозиции 14 моих произведений. В Москве ребята считают, что это несомненный успех среди живых. То есть не каждому живому удается попасть в музейную коллекцию русскую, представлять русскую культуру при жизни и картины без права передвижения. То есть это не частные коллекции, а именно государственные. С точки этой зрения я благодарен, был такой, сейчас его нет живых, к сожалению, профессор, магистр наук Нортон Додж в США, который исключительно занимался русским искусством. К моему удивлению, я узнал только в прошлом году, он собрал коллекцию из 140 моих произведений. Ну, конечно, я этим горжусь. То есть он 140 произведений собрал и передал государству своему. Конечно, и ну, сейчас в сентябре, в конце сентября буду делать выставку в Москве. Ну, имею опыт, потому что я еще преподавал в Texas Women University, я почетный гражданин США, проводил в 2006 году в 11 городах подряд выставки свои. И ну, знание английского языка, несомненно, помогает, и это важно. Важно для художников знать иностранные языки. Честно говоря, за рубежом люди не понимают, как можно иметь образование по направлению искусства и не знать языков, потому что самое дорогое образование это по направлению искусства. Оно просто бешеных денег стоит. 5000 в месяц это как минимум платят студенты, чтобы учиться на художника. То, что в других странах элиту создают, да, очень серьезная элита, как музыкальная, классическая, так и художественная, классическая. Но классика сейчас и те стили, о которых мы вот с Володей, с Алексеем говорим. То, что Россия отстает, безусловно отстает, потому что она себя не идентифицирует как русское культурное сообщество. Как наш президент Караганов сказал в интервью, что мы представляем из себя европейское искусство. На что я бы ему задал вопрос, а как рассказать о вашей истории семьи на языке западноевропейского искусства? Это невозможно. Значит, русское искусство оно есть, было и будет, его надо развивать. То, что его задвинули сильно, но я и по этой выставке вижу, что ребята бы и хотели, но не финансирует никто русское искусство, за него никто не платит, оно не в моде. Ну, нас вообще никто не финансирует. Вас вот и так не финансирует. Потом... Только может быть какой-нибудь центр толерантно будет финансировать.
Сейчас экономика переместилась из разряда русской экономики в российскую экономику. Как только это произошло, то российское искусство получило развитие, а русское искусство стоп. Ну, это вы сильно видите в Москве, когда едете рядом с храмом Христа Спасителя, стоит у Ульфа Фишера работа «Глина номер 4», прямо вот православные храмы, вот глина номер 4. Ну, видно, что делается. Это диверсия идет капитальная. То есть, ну, конечно, обидно. Мне как русскому человеку обидно. Думаю, как это могли допустить, хоть это ГЭС-2 сделали, они Центр современного искусства, но это недопустимо, потому что это смешно. Глина номер 4 кто-то видел? Да, я знаю. Ну, удивительное произведение, такое крупной формы, мощное. Я слышал, как они отзываются, но я не буду. Ну и не стоит. Поэтому, конечно, вот с точки зрения перспективы для Анапы сделать современный музей, ну это во всех отношениях выгодно даже для бюджета администрации. Но администрация, к сожалению, у нас не имеет люди там соответствующего образования, опыта, они искусство принимают в формате развлечения. Вот недавно я разговаривал с городом Саратов, они говорят: Влад, приезжай, участвуй в культурно-развлекательной программе. Ну, я не клоун. Я художник нонконформист, а нонконформисты это вообще совсем, Володя немножко, может быть, представляет, но вообще совсем другой формат. Там ничего клоунского нет. И вот я всю жизнь посвятил русскому нонконформизму. Здесь его нет тоже, в этих залах. А это отдельное направление, оно очень мощное, очень сильное, не всегда сопряжено с политикой, тоже разделено. Есть русский нонконформизм, который я представляю, он не политический, а есть еврейские ребята, которые нонконформизм тащили, а он весь сопряжен с оплевыванием советской идеологии. То есть там тоже разделились очень мощно и сильно. Поэтому я, конечно, всегда защищал русское, буду его защищать, и если вижу хоть какие-то ростки малейшие, то мне всегда приятно. Супрематизм я отношу к русскому искусству. Да все русское, в принципе. Если уж так говорить, то европейцы у нас подтащили много чего. У Кандинского утащили, у Малевича утащили, школу Баухаус создали, то есть, революция так помогла европейцев поднять, особенно русские женщины, если мы пройдемся, Пикассо первая жена русская, Матисс, Лидия Делиторская русская, его муза, Фернан Леже, Надя Леже русская, и пошло-поехало. Но мы понимаем, что великие французские, европейские, испанские художники, включая Сальвадора Дали, процветали за счет очень хорошо образованных, воспитанных и понимающих в живописи, в графике, в литературе русских женщин, которые вынуждены были переехать на их территорию. Так что русским женщинам браво и вива. Ура! Ну правда, да. Ура! Мужики послабее. По сути, дала она, я не могу сказать, сделала Сальвадора. Сделала. Там 50 на 50. Да нет, сделала, конечно. Мы с вами никогда не задумываемся о том, что когда ты приезжаешь, я стажировался в Лувре и работал с французами, и я не люблю скандалы, но я им этот вопрос задал, что а вам не стыдно, что у вас все разделы есть, кроме русского искусства? Вот у вас Лувр, великое собрание живописи, скульптуры, археологии, но русского отдела у вас нет. А они говорят: почему нет, Влад, иди, вот у нас мусульманское искусство, иди там посмотри. Ну, я зашел, точно, какие-то вещи, которые к нам принадлежат по крови, включая там изображение Аполлона Бельведерского и прочее, да, они в мусульманское искусство залетели, но с точки зрения, что территории, где сейчас ислам, а вообще это территории-то были эллинские, другие, нам очень здорово покорячили историю, очень сильно ее разрубили, разломали. Поэтому изобразительное искусство, оно вот так вот болтается. И я понимаю и Алексея, и Володю, и других ребят, что это дорогое удовольствие заниматься живописью, изобразительным искусством. За это платить никто не хочет.
Но я прекрасно знаю, что в странах, которых мы не любим, там очень четко курируется изобразительное искусство и очень хорошо оплачивается. Потому что они считают, что художники, музыканты, литераторы – это позвоночник государства, то есть это вокруг которого все разрастается. По сути, да. Просто у нас это не понимает. Да, и искусство идет впереди, а за ним уже экономика и политика. К сожалению, у нас этой культуры нет, мы ее лишены, лишали нас это долго, упорно, обидно. Ну, вот, когда представляешь Россию и русскую культуру за рубежом, и над тобой хотят смеяться, а потом ты выступаешь и стоя зал аплодирует. Ну да, я это пережил, поэтому так свободно вам об этом говорю. Надо защищать свою страну, и в том числе и своими работами, вещами, которые вы выставляете. Каждая выставка это должен быть гимн России, прям, ну, сильный такой. Ну, я мечтаю об этом. Сейчас пока это невозможно, но мечтаю. Но гимн России это не значит, что деревенские домики, там, реалистические пейзажи, все это о другом я немножко. Ну, я, может, Алексис понимает меня, нет? Что-то я несу, да? Дайте мне рюкзак, я пошел. Ну ладно, я бы хотел сказать вот что. Ну, группа недавно образовалась и растет как бы в процессе таком, да, еще как бы и своего почерка не нашли. Более того, из профессионалов здесь, ну, двое. А остальные, ну, вот, ну, даже не хочу обидеть никого, ну, просто многие не брали кисти в руки. Но за год Алексис вырос вот за 1,5 уже 2, наверное, скоро, да? Вот у него работы какие пошли. Шикарно. Человек взялся, купил краски, холсты, все. Да, шикарно. Внимательно работает. И я поэтому говорю, хочу сказать вот что. Если, допустим, по русскому искусству вы иногда Это я вас подтравливаю. вы иногда нас Ваши будете люди, подтравливать, Да. то у нас, может быть, вот уже куда-то будет такое вот мышление, направление. Потому что пока мы вот, потому что многие, ну, как людям сказать, подойди к холсту и нарисуй что-нибудь. Пока эмоции выражаем, вот, просто кидаем краски на холст. Что там получается, мы потом уже смотрим, а что там получилось, да? И где-то как-то композиционно начинаем все это выравнивать. Почему? Потому что, ну, никто не может подойти и нарисовать там какую-то вещь. И поэтому приходится делать абстракции, потому что многие люди становятся на одном холсте, и мы хотя бы хотели, чтобы Ну да, это была, путь, я понимаю, цвет, это там путь. все такое, да. А Здесь если нет ни одной, индивидуально, чтобы я вот сказал, плохая работа или что-то вот прям бескультурное. Здесь все работы очень интересные, они, конечно, я с вниманием смотрю, мне это вот очень нравится то, что вы устроили, и то, что ребята там. Сейчас образование это не столь важная форма. Я, как говорю всегда, небо дипломов не выдает. И художник с дипломом смешно звучит. У нас другие дипломы совсем. да. Они по-другому видятся, да. Поэтому не нужно переживать по поводу того, что кто дилетант, кто профессионал. Я всегда на это отвечаю, что профессионал тот, кто умудряется жить и благодаря своей вот работе, то есть еще ее и оплачивать. Да? Я могу себя считать профессионалом, что до своих годов дожил, и я люблю искусство, искусство кормит меня. Ну, это профессионально, конечно, это здорово. Ну, повезет ли кому-то еще так, да, это надо очень упорствовать буквально, для того, чтобы... Живопись служанкой никогда не будет. Графика, вообще изобразительное искусство, это не служанка, это не форма увеселительная, это не форма зарабатывания денег. К сожалению, у нас в государстве это плохо понимает, когда в сферу услуг перевели все искусство и приравняли к сфере услуг, да, это было трагедия. В торговом отделе было. Да, это была трагедия всего нашего народа, многонационального, всех культур. Ну и мы сейчас вот это вот падение-то ощущаем, что ну вот она и Украина ушла, она ушла почему? Она из культурного пространства ушла. Я с украинскими художниками был знаком и работал, и Володя Филиппов, и его брат, они были интересны, но все нас разделило. Почему? Потому что выставки не проводили, русского культурного центра нет, русские художники на Украину не приезжали, русский язык не пропагандировался, только коммерция шла.
А коммерция, вот она довела до делили и не поделили. Поэтому, конечно, вот то, что хотя бы в Анапе создать вот это культурное пространство, где все-таки хотя бы 30% русского было, ну это моя личная мечта. Чтобы хотя бы 30%. Я понимаю, что сейчас русскому искусству нужно учить, это надо ребят отправлять и в Древний Египет стажироваться, и по Древней Греции стажироваться, и в Персию надо отправлять, и шумеров надо изучать, чтобы русское поднять, все корни там, все там. И они утеряны, причем они зарыты. Вон сфинкса расшибали, ему негроидное лицо делали кто? Немцы, англичане, французы. Разбили ему переносицу, нос сломали, для того, чтобы из благородной славянской внешности изготовить негроида. Но это не преступление ли было? Разбивали все. Ну, это культурная политика, а мы сейчас ее вот видим, как она и по Олимпиаде, и по всему. То есть это, я всегда говорю, искусство, и Гелий Коржик, великий художник, который Тюрликов сделал, может быть, Володя, покажешь ребятам, чтобы посмотрели, да, Гелий Коржик, поднимающий знамя советское время, а потом, и, кстати, их все увезли в Штаты, этих серию Тюрликов. Так а он сказал, я часовой, я на фронтовой полосе, я вот так вот держу Россию. Я ушел, другие должны на мое место прийти. А что с ним случилось? Почему он начал рисовать там какие-то работы? Ну, Совсем... с ним ничего не случилось. Он посчитал, что приход Ельцина и Лужкова полностью меняют политику в области изобразительного искусства. Он отказался от выставки в Третьяковской галерее, отказался участвовать в работе Союза художников. Я это очень хорошо знаю, потому что был секретарем Союза художников и с Валентином Михайловичем Сидоровым работал, который тоже сейчас не стало. То есть всю верхушку эту знаю очень хорошо, что там происходило. Ну, выдавили, русских выдавили. Поэтому, конечно, я сейчас не хочу переходить на политику. Эти работы все прекрасны, но моя мечта, что через год, через два вы увидите, как русское востребовано, а это идет. Вот я сейчас буду делать выставку, это центр, где похоронен Андрей Рублев, Спасо-Андрониковский монастырь. Там ребята молодые в Москве именно поставили цель двигать русское. И меня пригласили как, ну, как они говорят, титан, вот русский титан, который не сдается, бьется. Ну, дай бог, что-то получится. А так другие галереи ты не пробьешься, потому что там иностранцы стоят в очереди. Они деньги платят. В России в галерее на нашей территории стоят иностранцы в очереди, чтобы русские не выставлялись. То есть это очень серьезная проблема. Поэтому, конечно, в Анапе вот эта зона, то, что сделали, ну, здорово, замечательно. Теперь только нужно еще и ощутить себя на русской земле. Извините, что так говорю. Вот наш вдохновитель русского космизма. Да, русский космизм пусть говорит, будет. о В этом русском теория космизме. нужна. Да, я вижу, Алексису нравится это все. И Людмила Попова, и все супрематисты. Ну, хорошо, это надо, это все надо развивать. Приходится бороться с непониманием, даже в кругу своих. Ну, виноваты художники в первую очередь, и простой народ вообще ни в чем не виноват. Потому что если в школах у нас изобразительное искусство преподают кто попало, это все перешло и в художественные школы, что там профессионалов тоже почти не осталось, да, ушли. Потом это и в художественное училище некоторые держатся, ушло. Потом институты посыпались. Это все вот происходило при мне, мою кафедру просто разбили, ее разбили. Меня обвинили в русском фашизме, кафедру закрыли. Ну, что делать. Кафедру я создавал, и 9 лет она самая успешная была. Так что это война. То есть, и, конечно, изобразительное искусство, с одной стороны, оно украшает нашу жизнь, а с другой стороны, еще раз говорю, это передовая. От каждого из нас зависит качество нашей страны, качество наших идей. Ну, в музыке то же самое, классическая музыка то же самое рухнула. Уехали ребята за рубеж. Ну, я последние выставки проводил во Франции на русского искусства, нам аплодировали в Америке, в России нет. Никто не хочет смотреть. Вы часто ли планируете бежать в Анапу? Часто ли планируете бежать в Анапу? Я в Анапе живу, мне здесь комфортно. Я здесь, ну как говорят, Влад отсиживается. Ну, конечно, отсиживаюсь, мне здесь комфортно. Ну, мы с вами переговорим, я думаю, вместе и при определенных усилиях
мы сделаем определенные действия. Вы говорите. Да запросто, я всегда, Володя знает, я открыт. Тем более сейчас молодежь подтянулась очень много и со стороны моей академии, со стороны Станислава, вот благодаря опять же Владимиру сразу с нескольких узловых точек потянулось объединение. То есть вот ребята объединились здесь, и они подтянули ребят, которые в уюте работают, дизайнерское направление шикарное развивает. И академия моя, там тоже ребята не слабые, они с точки зрения дипломов не имеют, но с головой у них все хорошо. Они образованы. Академия у вас? Академия Рафаэль. Это где направлено? Белорусский проезд 8. Сегодня вот занятия были. А статус какой вы у вас? Статус — это моя академия, творческое объединение. То есть это не учебный центр, не... Академия в этом смысле удобное слово, что это не школа, не институт, не... Творческое объединение. Это другое дело. Я просто руководитель Парадоксальной мастерских академии художественной Мериты на Санкт-Петербурге. Ну, отлично. Случайно оказался. Интересно послушать было. Ну, у нас дырка в Анапе в плане искусства. Да, ну да. Особенно такого серьезного, о котором вы говорите, классического. Согласен, абсолютно. Да. Вот, просто академия, такое слово, для меня это слово святое. Для меня это слово... А у меня есть свое видение на эту точку зрения. Да. Ну, я имею... Это не пафосно, у меня в 6 музеях в США работает, я представляю, и в 4 музеях в России. Поэтому и статус профессора. Я представляю школу своего отца и себя. Лично себя. Лично, да, лично себя я... И назвали себя. Да? Я считаю, что это не... Нет, давайте не будем здесь дискуссию о том, что правильно, неправильно. Просто мы пришли, чтобы сделать маленький праздник для художников, для всех, кто собрался. А это отдельно. Нет, спасибо, что все собрались, это правильно. Нет, это вообще замечательно. Я в свое время даже представить не Ваш вопрос отдельно. Я сегодня назад тоже пытался Нормально. в этом плане поработать. Давайте ему дадим И слово. привести искусство в Анапу, творчество. Но у меня не получилось. И вот у вас сейчас получилось хотя бы что-то, как-то это. Я никого не хочу обидеть. Нет, еще раз отвечу, это оно как бы... чтобы вам было понятно, художник, который нон-конформист, он в Академии художеств классической быть не может пока. Ее нет просто, да, потому Ну, что я это, училась... потому что это отдельное направление, оно конформ не Там вписывается. отдельное совершенно современное Конечно. искусство, оно не относится. Но он Его конформ не изучают. относится. Его не изучают, его не пропагандируют, это отдельное направление. Но оно мощное. Оно Сильное. мощное, оно интерьерное, да, я согласен, что... Оно не интерьерное. Оно имеет место быть, любое искусство имеет место быть. Оно интерьерное, к сожалению, Если я не вижу, есть ли но это отдельное направление искусства современного, очень сильное, кстати, сейчас. И очень оно как бы котируется в Европе особенно. Нон-конформ — это уже, ребята, классика. Ну что, я предлагаю перейти к кулуарному общению. Можно подойти, задавать вопросы, ответы. Я хотел предоставить небольшое Можно? слово Буквально человеку, который принес нам вино, он его сам. Не говорите. Все, Он сам все скажет. Художники, они доносят в мозг людям красивое изображение через зрение, воздействуют на мозг и доходят до того момента, когда люди это понимают. Музыкант, вот у нас уже ушла, она через слух вышла. Скульптор, частично изображение, частично ощущение. Я хотел сказать, что у нас еще есть чувство запаха и вкуса. Так вот я сейчас могу вас предоставить произведение как авторское вино, да? У нас тоже, кстати, гнобится эта система, потому что не дают развернуться. Как вы сказали, ноги обрубили, да, вот. Несмотря на это, я все равно стараюсь делать, чтобы оно отличалось от того порошкового ВГ, которое предлагается в наших магазинах. Подходите, расскажу, там шардоне, каберне, савиньон, пинот блан. А ваше имя, фамилия? Виталий, нет, это Я Автор Виталий. Сами композиции делали, вы какой-то семейный. Назовите Виталий просто. Нет, это Вы на деле учились, как вы там?
Вот Нормально. куратор. Да, он Пойду-ка я всем свободно. Нам, пожалуйста, сил моровых. Ну что, попробуем вино. Это не разговор. Илья, налейте мне что-то, что из ваших приоритетов, что у вас из приоритетов? А мне лично вот эта картина нравится. Автор картины. Ну, стесняется. Академия. Сколько там вышло выпускников с Академии Российской? А у вас какой у вас? У меня пока пусто, сейчас чухнем сюда. Ну а сейчас началось такое неформальное общение в группах. Кто-то в одиночку размышляет о картинах. Я оттуда тоже. А вы подаете или что? Или что? Я руководитель. А вот на еще там не Это как художник, да, вы можете представлять, да? Художник из Геленджика. Художник ручной вышивки в руках. Очень приятно. Так что, ну, думаю, какую-нибудь ссылку я сделаю на ваш инстаграм. Да. А вы все записываете? А мы все записываем, да. Ну не все, конечно. А не, у него это, я к этому не придираюсь. Сам себе художник, тоже автор. Вам налить чего-нибудь? Автор гаражного вина здесь присутствует, и я уже продегустировал 4 сорта. Очень все это замечательно. Вот, вам надо интерьером заниматься. Это интерьерные дела. Вы можете делать прекрасные там на интерьеры. середине беседка, такие там и беседки есть, и лавочки. Рисовать вы не умеете. Можно перейти. А вот это вот у вас получается прекрасно. Вы знаете, они Отличная рама, каменные, отличная длинные, фактура. длинные. Вы понимаете? Многие люди, которые занимаются интерьером, они этого не могут делать. Да, ну, мнения разные есть, конечно. Каменные ступени. Частичка. А где милашка? Ну, это информационные стенды. Ты не делаешь. В принципе, до импрессионистов никто не делал синие тени. Классическое это искусство, оно создано так, что свет холодный, тень теплая. Они поменяли. Ну и надо было последовательно это переть. То есть вот ты сделал это, ну это как алфавит, да? То есть все это прикинуть импрессиониста, Сезанну, Клону Мане, всем, что тень голубая. И все, и надо было чуть-чуть, немножко эту тему дальше развить. То есть ты тут и почувствуешь, что и тогда этот синий сядет хорошо. И теплый хорошо сядет. То есть именно четко проследить, что все тени у тебя, как вот Сарьян сделал, Мартирос Сарьян, чем он прославился? Ну, вот синие тени, да, ультрамариновые тени, великолепно. И тут у тебя работа, она вся запоет, потому что тут сейчас путаница, есть и такие тени, и такие. То есть есть классические школьные, а есть импрессионисты. Поэтому ты ее просто отследи, отсчитай, и все, она чисто идеальная.
Мне это сразу бросается в глаза. А это у них, это, видишь, их белый старец, ну, типа нашего Деда Мороза. Ну, старец, он покровитель степи, да. Покровитель рода, животных. Его обычно изображают или с айгаками, или с жеребенком, с орлом. Видишь, опять же, ты его изобразил, тогда небо надо в символику переводить. Тогда надо брать тенгри. Тенгри надо взять калмыцкое искусство, тем более у них эта стилизация лаков, чуть ее применить. У меня планшет только Его тогда? Там раз справа. Там раз небо. Леночка приехала, привет. Представляешь? Так, Маль, подожди. Света, привет. Привет. Привет! Помашите ручкой, уже помахали, да. Маля, ты просто не знаешь. Что с вами случилось? Виктор даже Вот у вас меня не такой- узнал. Вот у вас такой образ теперь, да? Для кино. Перформанс. Он просто не бреется, потому что там... Ну я с 15 января не касалась бритвой и Вот ножницы. это номер, да. Вот это да. Вот. Но скоро, наверное, приму обычный вид. Жена узнала? Нет, она, ну я ездил вот только в июле, в августе на несколько дней. Да, поэтому все это вот готовился очень долго. Ну, шикарно, да? Шикарно, да. Профиль вообще обалденный. На Карла Спасибо, Маркса спасибо. похож. Да. Маша, ты моя куколка, ты была маленькая. Привет. О, здорово! Ты возмужал. Она красивая, идеальная. Ничего. Яненьки довольны. Яненьки довольны, я давно уже это не пил. Чуть-чуть. Я Володя тоже говорю. Это не академия. Это не академия. Соцреализм. Надо размер побольше, конечно. Они сейчас слишком камерные. Сейчас я Слишком станковые, да. Может быть, их надо покрупнее, там больше метра. И тогда вот это вот такие вот приемы, они еще будут фигурироваться. И мощная такая атакующая стиль. Но атакующий стиль живет всегда хороший. И хорошо, что эта ушка сюда прыгнула. Да. Она там побыла. Здесь вроде бы уже какой-то образ стал появляться, она аж раз и туда ушла. Да, наверное, это интересно.